Бесплатный образец, не для продажи. Годен до апреля 1964 года. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Жмот» 2016 года, «Редин», французская комедия режиссера Фреда Кавае с Дэнни Буном и Лоранс Арне в главных ролях. «Жмот» поразительно легкая, немного бредовая комедия от одного из самых кассовых режиссеров Франции, столь же тонкой и провокационной, как ее название. Один из главных фарсовых комиков современного французского кино, Дэнни Бун, продолжает собирать коллекцию эксцентричных и нелепых персонажей. Фильм «Жмот», главную роль в котором сыграл популярный актер и режиссер Дэнни Бун под чутким руководством Фреда Кавае, рассказывает о патологически бережливом французе, чье жалкое существование перевернуло с ног на голову появление в его жизни сразу двух женщин. Короче, овца быстро взяла свой контрабас и потопала отсюда как можно дальше. Она не останется? Нет, у нее какие-то дела. Фильм «Жмот», актеры и роли. Дэнни Бун, Франсуа Готье, талантливый скрипач. Лоранс Арне, Валерий, виолончелистка, подруга Готье. Ноэми Шмидт, Лора Дель Мер, дочь Готье. Патрик Редремон, Седрик, сосед Готье, отец 6 детей. Карина Маримон, король, бывшая жена Готье. Николас Румбрерас, Реми, банкир, по совместительству психотерапевт Готье. Кристоф Фавор, Деместер, дирижер оркестра. Ан-Софи Жерар, Жюли, контрабасистка. Вы что, спятили? А ты заткнись, наглая, ненасытная булимичка! Все бы она тут съела! На, держи, ешь! Дэнни Буну пришлось научиться хорошо играть на скрипке для съемки фильма «Жмот» 2016 года, поскольку виртуозная игра – это почти единственное, чем симпатичен главный герой. Его учителем стала Сара Немцану, первая скрипка Национального оркестра Франции. «Жмот» – первая комедийная лента в фильмографии постановщика Фреда Кавае, которая в основном состоит из триллеров, как «Три дня на побег» 2010 года, «Все ради нее» 2008 года. За первую неделю проката во Франции фильм «Жмот» посмотрели больше 1 миллиона зрителей. В фильме «Жмот» содержится отсылка к фильму «Сияние» Стэнли Кубрика. Франсуа прорубает дверь топором, просовывает дыру в голову с выражением ужаса, как это делал Джек Николсон. Я рассказала о том, как вы помогаете бедным сиротам всему оркестру, особенно Жюли, контрабасистке. Я ей все рассказала. Ведь вы во всем себе отказываете, только чтобы как-то помочь этим ребятишкам, а эта дура не хотела мне верить. Это отвратительно. Я ей позвонила и настучала по мозгам. Она просто завидует. Глупая, неудовлетворенная тварь, которая ничего не замечает. Сразу видно, что ее не дотрахали. Еще раз увижу ее контрабас, ставлю ей прямо в... Простите. Главный герой Франсуа Готье весь фильм появляется в кадре в одном и том же костюме, что подчеркивает его образ скряги. Создатели «Жмота» 2016 года рассказали, что внешне герой Буна напоминает им смесь Тима Бертона, Жака Тати и мистера Бина. При создании образа главного героя Кавае вдохновлялся Луи де Фюнесом, который мог сыграть отъявленного злодея и просто неприятного человека и не потерять к себе сочувствие. Это второй раз, когда актер Дэнни Бун оказывается в шкуре героя скряги после комедийной ленты «Дом счастья» 2006 года. Кавае приступил к проекту только после того, как получил разрешение лично переписать оригинальный сценарий. После этого к фильму «Жмот» присоединился и Дэнни Бун, которому тоже не нравился первый вариант сценария. По мнению актера, в нем не хватало глубины. Ну давай, я буду твоим стилистом, давай, будет весело. Лора, не надо! Да не сопротивляйся, тебе понравится. Ну все, хватит! Хотя ты прав, и так нормально. Я же говорил... Фильм «Жмот». Сюжет. В отличие от своего отца, который был патологическим транжирой, талантливый скрипач Франсуа Готье, Дэнни Бун, вырос невероятным скрягой. Он так не любит тратить деньги, что не включает по ночам свет, ходит на работу пешком и ест купленные по дешевке просроченные продукты. Естественно, о личной жизни Франсуа даже не мечтает. Он не может представить поход с любимой женщиной в ресторан или заботу о ребенке. Внезапно в его жизни появляются сразу две красавицы. Виолончелистка Валерий, Лоранс Арне, начинает оказывать ему знаки внимания, а юная медсестра Лора, Ноэми Шмидт, сообщает Франсуа, что он ее отец. Оказывается, мужчина в молодости переспал с матерью девушки Кэрол, Карина Маримон, надев просроченный презерватив.
Хотя скупердяйство его не отпускает, Франсуа быстро осознает, что должен измениться и стать хоть чуточку щедрее, если не хочет на всю жизнь остаться одиноким. Я тут позволил себе починить ваши ворота. Вы как, не против? Да нет, вовсе нет. Но если не сложно, еще замените пару-тройку черепиц на крыше, а то я боюсь высоты. А? Я пошутил. Напугали. И спасибо за вашу вашу... Да это же ракета, огонь, не машина. По мнению создателей картины, такой человек, как герой Дэнни Буна, может измениться только под воздействием сильной эмоциональной встряски. И во второй части фильма фарсовая комедия разбавляется элементами семейной драмы. Вам понравится этот фильм, если вы любите французские комедии «Любовь от всех болезней» 2014 года, «От семьи не убежишь» 2018 года, «Бобро поржаловать» 2008 года. Прекрасно сыграла Лоранс Арне, ее светлый, немного наивный образ влюбленной виолончелистки так контрастировал с жесткими ревнивыми выпадами, что когда она выдавала очередную гневную реплику, зрители не сдерживали смеха. Но Эми Шмидт, которой досталась роль дочери главного героя, невероятно милая и красивая девушка, очаровывает с первого своего появления в фильме. Ванну не принимать? Душ не дольше 2 минут? Отлично показаны внутренние переживания Готье. Он же все понимает, но справиться с собой не может. Дэнни Бун великолепно раскрыл своего героя, и это было непросто, такие жмоты в жизни встречаются нечасто. Приятное легкое кино с качественным французским юмором для вечернего просмотра с близким или любимым человеком. Жмот заставляет оглянуться и переосмыслить свои ценности не раз, подавая это в шутливой, несколько утрированной форме. Ведь как часто мы забываем о том, что материальные ценности значат куда меньше, чем чувство любимого человека, даже если ты сам патологический жмот. С трудом, но я подключился к вашему счетчику. Без электричества мы пропадем. Мелкие не заснут, пока не включишь весь свет. И я подключил рождественские гирлянды. Гляньте. Нет. Он возвращается. Песню еще раз. Везде, где не оставил нас.